Таинственный взрыв в глубокой тайге, после которого не было никаких кратеров, а лишь повышенная радиация. Живой человек без какой-либо памяти, родственников которого нашли лишь благодаря генетике. История трупа неизвестного человека, дело которого до сих пор не раскрыли. Друзья, сегодня я расскажу вам о самых таинственных историях нашего мира, в которых, вполне возможно, участвовали инопланетные расы. А в конце я покажу вам самого настоящего инопланетянина. Приятного просмотра! Первое странное происшествие произошло 30 июня 1908 года. Случилось это в далекой сибирской тайге. Что там произошло? На самом деле, точный ответ на этот вопрос до сих пор никто не знает. Ученые долгие годы ломают голову над тем, что именно произошло в тот знойный летний день. Ну ладно, я не буду томить вас. Речь идет про Тунгусский метеорит. И вот в чем странности. Местные жители тем днем услышали странный грохот, а также увидели дым, который шел из тайги. А это те далекие времена, когда просто не могло существовать мощных взрывных устройств, которые были бы равно маленькой ядерной бомбе. Вот все и подумали, что это метеорит. Но лично меня больше всего удивляет тот факт, что первая экспедиция ученых отправилась на предполагаемое место падения космического объекта лишь в 1921 году. И что они там увидели? Тысячи поваленных деревьев. Их кора была обожжена. Хотя вполне возможно, что к тому времени она уже была сгнившей, и это наблюдение исследователей оказалось ложным. Группа изучила территорию, где были повалены деревья, и составила карту. Сделали они это для того, чтобы определить, где все-таки находится эпицентр взрыва, куда должен был упасть метеорит. Но знаете что? Его просто не было. Дело в том, что экспедиция не обнаружила вообще никакой воронки или кратера. И тогда они подумали, что взрыв мог произойти на высоте нескольких километров. Но знаете, что лично меня в этой теории настораживает? Да то, что никакие бомбы не могли бы создать такую взрывную волну, а метеориты просто не взрываются сами по себе. Это же обычные глыбы камня. Да и осколков никаких не было. Что же это могло быть? Последующие экспедиции подтвердили наблюдения своих коллег, которые побывали тут раньше. Ни кратера, ни осколков, вообще ничего. Конечно, место, где расположен эпицентр, было усеяно болотами. И вы можете сказать, наверное, там все утонуло. Я бы тоже так подумал, если бы не подводные исследования. Ученые настолько сильно подготовились, что проводили исследования даже там. Но все-таки они кое-что нашли. И это кое-что очень сильно пугает меня. Дело в том, что специальные приборы зафиксировали повышенный уровень радиоактивных веществ. Экспедиция обнаружила следы изотопов углерода и, внимание, цезия. А эти вещества могут появиться при распаде внутри реакторов. Что это могло значить? Откуда там все это появилось? Что же все-таки там произошло? В газетах после сенсационного открытия сразу же появились яркие заголовки «Миф о Тунгусской комете». И в этой статье опровергались все теории, включая те, что я рассказал, и теорию о падении кометы. Кроме одной – уфологической. Верить вам или нет, но вполне возможно, там пролетал какой-нибудь инопланетный корабль, который и повалил деревья. А с учетом того, что местные жители видели странный шлейф в небе, все и правда может быть так. А как вы думаете, инопланетяне и правда существуют? На самом деле, многие не верят в них. Но лично я уверен на все 100%, что внеземные цивилизации существуют. Правда, к сожалению, ученые делают все, чтобы скрыть сей факт. Что именно? К примеру, они нашли все-таки теорию, которая может опровергнуть вмешательство инопланетян. И вот как она звучит. Ученые предположили, что на самом деле никакого иноземного тела не было. Всему виной наша с вами любимая Земля. Дело в том, что под ней часто могут скапливаться довольно горючие газы, а иногда и взрывоопасные. Так вот, есть мнение, что в болотистой местности в той тайге произошел обычный выброс такого газа. И он просто взял и сдетонировал. А что, звучит вполне логично. Да и радиоактивные вещества могли бы попасть на поверхность вместе со взрывом. Но есть одно «но». Помните, что я вам сказал в начале? Первая экспедиция действительно подумала, что поваленные деревья были обожжены.
Но дальнейшие исследования показали, что это было не так. Они просто сгнили. Ведь вся древесина была трухлявой, из-за чего и почернела. А в случае, если бы это были взрывоопасные газы, тогда в тайге можно было бы наблюдать пожар, которого, кстати, не было. Ведь неповаленные деревья были в целости и сохранности. Кроме того, что у них нашли аномальные мутации, которые произошли именно из-за радиации. К слову, еще одно важное замечание. Те радиоактивные изотопы углерода и цезия, которые обнаружили во время экспедиции, появились ровно в тот момент, когда и прогремел взрыв. Странно, не находите? Вот и я так думаю. Так что эта история до сих пор покрыта завесой тайны. Если вам показалось, что все это шуточки, и я просто решил пустить в ход свою фантазию, то будьте готовы к следующим историям. Ведь сейчас я вам расскажу о человеке, который реально пропал без вести. Что в этом странного? Да то, что его родственников искали 11 лет. И более того, этот мужчина не помнил вообще ничего, что с ним произошло. Да и непонятно, на какой срок он вообще пропал. Ведь никто из его родственников его не искал. Да и записей о нем в архивах не находили. В общем, история берет начало в 2004 году. Тогда полицейские нашли Бенджамина Кайла, который ошивался возле ресторана быстрого питания. Их привлек его внешний вид. Одежды на мужчине попросту не было, он был весь в ссадинах, синяках, а также на его теле были странные порезы. Естественно, у него не было вообще никаких документов. Казалось бы, обычный наркоман, которого должны были посадить в клетку и отправить на реабилитацию. Но было кое-что очень странное. Дело в том, что он вообще не помнил никаких данных о себе. Ни своего имени, ни возраста, ни то, почему он находился возле фастфуда в тот день. Он описывал это так. «Я просто проснулся тут, не зная вообще ничего о себе. Голый, избитый, а еще с неплохими порезами на теле. Я тогда подумал, кто я и что я тут делаю». В общем, полицейские забрали его для выяснения личности и для поиска родственников. И тут они поняли, что этого мужчину не ищет вообще никто. Как будто о его существовании и вовсе никто не знает. При этом было подано много объявлений в самые различные СМИ. Там даже прикрепляли фото этого человека, но все было тщетно. Как полицейские все-таки нашли родственников? Все благодаря сложнейшим генетическим тестам. Их, к слову, прошло несколько сотен человек, а может даже тысячи. Вы только представьте, насколько это была трудоемкая работа. Но суть не в этом. Дело в том, что генетические родственники также плохо знали об этом человеке. Лишь по каким-то там рассказам они смогли вспомнить, возможно, его настоящее имя. Но не более. Для меня также остается загадкой, а куда вообще пропадал этот человек? Дело в том, что такие долгие поиски родственников натолкнули меня на мысль, а не мог бы этот человек быть каким-то парнем из прошлого? Ведь родственники и так мало что знали о нем. Да и 11 лет поисков указывают на то, что, скорее всего, его просто не было на Земле все время отсутствия. Даже если бы он просто ударился где-то головой, из-за чего потерял память, даже если бы его избили. Сняли всю одежду, забрали деньги и документы, все равно его старались бы найти. Так может быть, он путешественник во времени. Лично я не исключаю этой теории. Но я склоняюсь к тому, что и тут были замешаны инопланетяне. Просто они несколько десятков лет назад могли похитить его. На это может указывать тот факт, что на его теле были не только порезы, но и рубцы, как будто после операции. Да и такая мощная амнезия должна появиться лишь после крайне сильной травмы головы, а у него их не было. В общем, странности да и только. А как вы думаете, откуда взялся этот парень? Случай, который произошел в Австралии, еще больше меня наводит на мысль, что инопланетяне существуют. Вот вы когда-нибудь слышали о деле Тамам Шут? А я вот слышал. Поэтому и хочу вам рассказать о нем подробнее. В общем, 1 декабря 1948 года на пляже австралийского города Аделаида нашли мертвое тело. Это был обычный мужчина средних лет. Естественно, сразу были проведены следственные мероприятия, возбуждено дело, да и вообще весь город стоял на ушах. Все искали убийцу, который отнял жизнь у бедного мужчины. Но не тут-то было. Дело в том, что даже с учетом того, что тело было в идеальной сохранности, полицейские до сих пор не смогли идентифицировать личность погибшего. Ни один житель города не нашел в лице этого мужчины своего родственника. Кстати, есть еще некоторые странности. Дело в том, что его тело было в самой обычной одежде – брюки, пиджак, рубашка. И никаких документов, лишь одно –
клочок бумаги, вырванный из какой-то книги, на котором было написано «Тамам Шут». Собственно, из-за этого это дело так и прозвали. Но знаете ли вы, что означает в переводе это слово? Закончено. Самое удивительное лично для меня то, что ни один судебно-медицинский эксперт не смог установить точную причину смерти мужчины. Конечно, первое, что могли подумать люди, это утопленник, просто выпивший парень, который решил искупаться в море, из-за чего и погиб. Но как бы не так, никаких следов удушья, а также наличие воды в легких. Тогда, может быть, его застрелили? Тут тоже мимо. Ни пулевых ранений, ни ножевых, вообще никаких серьезных травм, которые привели бы к гибели этого парня. Лишь одно – тело мертвого человека. Но ученые не останавливались. В наше время вовсю используются генеалогические тесты. И по нему они смогли выстроить семейное дерево этого человека. И, надо сказать, тут тоже были несостыковки. Дело в том, что среди возможных родственников мертвеца нашли мужчину, у которого не было никаких документов о смерти. А он, к слову, родился в начале 20 века. Вряд ли этот парень скрывался где-то в горах, постигал веру и смог прожить 120 лет. К тому же был еще один факт. Тот мужчина, который по документам все еще жив, проживал на огромном расстоянии от места, где нашли труп. Но я, пожалуй, не буду углубляться во всякие конспирологические теории в этом случае. Последний случай, который поражает меня сильнее всего, произошел в России, в Челябинской области. В общем, в 1996 году недалеко от поселка Кыштым одна пожилая женщина нашла неизвестное существо. Она рассказала, что в тот момент оно было еще живое. Существо напоминало ребенка, так как его рост был около 30 сантиметров. Женщина назвала его Алешенькой. Почему эта история странная? Да потому что это существо вообще не было похоже на человека. Оно напоминало какого-то гуманоида. И, к сожалению, это существо не выжило. И спустя какое-то время сотрудники милиции обнаружили его брошенным на улице. К тому времени они уже успели мумифицироваться, что, очень странно. Дело в том, что для этого процесса нужны специальные условия. Да и за пару месяцев такое вообще никак не могло произойти. Но как он оказался на улице? Все просто. Соседи старушки подумали, что у нее обострение психических заболеваний, и отправили ее в больницу. Когда полиция обнаружила эту мумию, они ужаснулись. Это маленькое существо хоть и напоминало издалека человеческого ребенка, но вблизи можно было уверенно сказать, что это пришелец. Того же мнения придерживались и судмедэксперты. Они не смогли подтвердить факт того, что найденная мумия могла оказаться обычным ребенком. Спустя время, после того, как история набрала крупный масштаб и о таинственной находке заговорили по всей стране, нашелся врач-гинеколог, который сказал всем, что это самый обычный человек. С ее слов, это был обычный недоношенный ребенок, которого, скорее всего, выкинули в лес. И почему-то все это дело сразу же замяли. Но меня эта теория никак не устраивает. Вы серьезно думаете, что судмедэксперты не знают о странном внешнем виде выкидышей? Скорее всего, это дело замяло наше с вами правительство. Почему я так думаю? Смотрите, во-первых, история получила, слишком уж огромный охват, и многие жители начали паниковать. Во-вторых, почему судмедэксперты могут с точностью определить любую болячку человека, а тут полноценное тело не смогли опознать? И напоследок, тело кыштымского карлика спустя время таинственным образом исчезло. Скорее всего, его забрали куда более высокопоставленные люди из правительства для изучения всех тайн этого существа. Кто вообще будет оставлять труп инопланетянина в полицейском участке в Челябинской области? А дел замяли, чтобы люди не паниковали. И чтобы доказать вам это, я бы хотел показать архивное фото, на котором видно это существо. Огромный череп, несоразмерно большой лоб и очень маленькие глаза и рот. К тому же форма черепа совсем не человеческая. После таких кадров реально задумываешься, а действительно ли мы с вами одни во Вселенной? А вам понравились все эти загадочные истории? Пишите в комментариях, если вы хотите продолжения. А я бы хотел выделить тот факт, что вся наша наука построена на догадках и лжи. Так что подобные случаи могут профессионально заминаться, если это будет необходимо. Кстати, о профи. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота. Ссылка в описании. И спасибо вам за просмотр.